последнее время много говорили о новом учебнике истории под редакцией Мединского, что это просто агитка, призванная утвердить верховенство российской государственности и русской культуры. Но такой подход — это не изобретение Мединского. Старые учебники тоже постоянно игнорировали большинство населяющих Россию народов и отказывали им в самостоятельности. Это Докса. Меня зовут Гриша, и сегодня мы поговорим о колониализме в школьных учебниках и как он влияет на наши представления об истории. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Начинаем. Есть так называемые классические империи. В основном это заморские территории. Это Великобритания, Франция, Германия и так далее, Нидерланды и прочее. Наша страна, Российская империя, формировалась на одном пространстве. И включенные в нее территории осваиваемые, они органически включались в общую структуру государства, в котором они оказались. Так считается автор единых учебников по всемирной истории Александр Чубарьян. Однако независимые историки считают, что принципиальной разницы между российскими и зарубежными колониальными практиками не было. Просто одни империи распространяли свое влияние по морю, а другие по суше. Существует хорошо известное понятие заморских империй, интегрированных империй. Россия была интегрированной империей, у нее колонии не были отделены морем от метрополии, но они от этого не переставали быть колониями. Российские учебники охотно говорят о проблемах западного колониализма. Например, семиклассникам рассказывают, что завоевание Америки привело к гибели большого количества индейцев и уничтожило их самобытную цивилизацию. При этом колониальные практики российских властей называются иначе. Например, освоение Сибири. Или не упоминаются вовсе. А рассказать там есть о чем. У нас в Конституционном суде нашлась копия карты 17 века, составленная при Людовике XIV самими французами. Владимир Владимирович, там нет Украины. Это, конечно. Да. Не было такого государства. После революции 1917 года там всякие квазигосударственные образования создавались, а потом при формировании Советского Союза возникла и Украина. Хардкор. Владимир Путин и российская пропаганда часто утверждают, что украинцев как самостоятельного народа никогда не существовало, а сама Украина — это страна, искусственно созданная Лениным. Эта имперская идея отражена в самом массовом российском учебнике истории от издательства «Просвещение». Теперь все российские школы учат историю именно по нему. В учебнике того же издательства за 8 класс говорится о российской политике в отношении украинцев, что при Екатерине II ликвидировали институт гетманства, а украинские крестьяне стали крепостными, как русские. Правда, умалчивается, что императрица говорила в их адрес. Сии провинции надлежит легчайшими способами привести к тому, чтобы они обрусели и перестали бы глядеть, как волки к лесу. Однако в учебнике за 9 класс слово «Украина» уже не используется. Жители Киева, Харькова и Чернигова называют малороссами. Украинский язык в Российской империи рассматривался не как полноправный язык, а как диалект русского языка. Причем диалект такой, как бы вам сказать, деревенский. Это же касалось и белорусского. На этих языках не велось обучение в высших учебных заведениях и в гимназиях. На этих языках не издавалась литература. На этих языках не издавалась пресса. В школьном курсе истории не говорится напрямую о колонизации народов, живших на территории современной Украины. Эти процессы упоминаются, но слово «колонизация» не используется. Так, в учебнике за 8 класс целый параграф отведен так называемому освоению Крыма при Екатерине II. Вопросы колонизации Крыма – очень важная часть исторического нарратива еще с 2014 года, с известных событий, когда в учебник были вставлены дополнительные параграфы, касающиеся колонизации и освоения Крыма. Сначала его присоединение, там сюжета русско-турецких войн, потом присоединение, а потом и колонизация, которая рассматривалась как триумфальная и добровольная, естественно. На самом же деле добровольного было мало. Во-первых, чтобы подорвать экономику Крымского ханства, Екатерина II стала переселять местных христиан в Северное Приазовье, туда, где сегодня находится город Мариуполь. Это были преимущественно греки и армяне. В Крыму они занимались земледелием, ремесленничеством и торговлей и имели важное значение для крымской экономики. Переселение имело принудительный характер.
Уехавшим не давали вернуться обратно в Крым. Чтобы остаться на своей земле и не потерять имущество, часть греков приняли ислам. Позже Екатерина II взялась за крымских татар. Большая их часть тяготела к Османской империи, и императрица отбирала у них земли и облагала их дополнительными налогами. Татарам запрещали пользоваться пастбищами, и от их поселений отводили воду. Людям приходилось уезжать. Все, абсолютно все колониальные практики сопровождаются той или иной степенью принуждения. Это всегда присутствует. Это не всегда фиксируется. Вот в чем проблема. Колониальная политика России критически не осмыслялась ни в учебниках, ни на уровне политики государства. Сейчас мы видим повторение колониальных сюжетов. В аннексии Крыма и войне в Донбассе в 2014 году и в полномасштабном вторжении 22-го. В 1742 году правительствующий сенат постановил немирных чукач военную оружейной рукой наступить и искоренить вовсе. Решение об истреблении немирных чукчей – это фактически закон о геноциде. Немирными они стали, потому что сопротивлялись колонизации. Войны на Чукотке с перерывами продолжались 1,5 века. С середины 17 до конца 18 веков. В конце концов, чукчи были вынуждены принять российское подданство. Северные народы погибали не только в ходе вооруженных столкновений. Российские колонизаторы завезли им новые болезни, например, тиф и сифилис. А в середине 18 века на Камчатке случилась эпидемия завезенных оспы и кори. Из-за нее погибли больше 4000 человек – и тельменов, нюкагиров и эвенов. В учебнике истории тем временем геноцид не упоминается. Семиклассникам говорят, что народы просто перешли в подданство России, и стало у них общее отечество – Россия. Колонизация Кавказа тоже происходила довольно болезненно. В начале 19 века Российская империя присоединила к себе большое количество земель на территории современных Грузии, Армении и Азербайджана. Независимые горские народы постоянно досаждали завоевателя набегами. Перед империей встала новая задача – соединить между собой разрозненные территории и переселить мятежные народы с гор на равнины. В 1817 году началась Кавказская война. Она продлилась 60 лет и закончилась 21 мая 1864 года. В этот день в урочище Гба-Аде, где русские солдаты разбили свой последний лагерь, прошел торжественный парад и молебен. Этот же день считается началом депортации черкесов, а еще абазин, абхазов и убыхов. Таким образом, империя защищала новые территории от нелояльных народов. Людей сгоняли к побережью у современного Сочи и оттуда на кораблях отправляли в Турцию. По разным оценкам, Россия депортировала до 2 миллионов человек. Это 96% коренного населения Северно-Западного Кавказа. От трети до половины депортированных так и не добрались до места высылки. Они погибли в пути от голода и болезней. По сей день для адыго-абхазов 21 мая – это день памяти и скорби. Они проиграли захватчикам и были изгнаны со своих земель. В учебнике депортации не упоминаются. Российские власти тоже не поддерживают память о трагических событиях. На месте урочища Гба-Аде сегодня находится горнолыжный курорт Красная Поляна. В 2014 году там проходили зимние Олимпийские игры, но никто из официальных лиц не посчитал необходимым отдать дань памяти погибшим и депортированным. Кавказская война – это, безусловно, колониальная война, 100%, то есть со всеми ее признаками колониальной войны, когда против регулярной армии действуют партизанские отряды, и, соответственно, регулярная армия вынуждена прибегать к таким мерам, как террор, акции устрашения. Учебник вроде бы этого не отрицает, но при этом само название колониальное применительно к Кавказской войне никак не ложится. То есть его в учебнике нет. Девятиклассникам объясняют, что Кавказская война началась, потому что Российская империя была вынуждена обороняться от набегов горцев после присоединения Грузии. И поэтому генерал Ермолов предложил переселять местное население с гор на равнины. По мнению авторов учебника, никаких сомнений по поводу таких методов у школьников, видимо, возникать не должно. Уже при Сталине, по оценкам мемориала, им подверглись не менее 6 миллионов человек. По постановлению Государственного комитета обороны вы подлежите немедленному выселению. На сборы вам дается 20 минут. Окружение Сталина видело врагов в самых разных категориях граждан. В кулаках, казаках, представителях различных народов. Целые автономии объявлялись советской властью неблагонадежными. В 1937-1938 годах Сталин провел несколько так называемых национальных операций.
Их целью было уничтожение шпионской агентуры капиталистических стран. Но по факту людей арестовывали, исходя из принципа коллективной ответственности. По мнению Сталина, они могли бы стать базой для вражеской диверсионной деятельности. Чуть меньше, чем за 1,5 года были арестованы 335 тысяч человек. Большинство из них расстреляли. Чисткам были подвержены латыши, литовцы, эстонцы, афганцы, греки и другие народы. Сталин был эмоционально вовлечен в эти процессы. Например, за польскую операцию отвечал народный комиссар Николай Ежов. Когда он представил Сталину очередной отчет о ходе спецоперации, тот оставил ему заметку на полях. Очень хорошо. Копайте и вычищайте и впредь эту польскую шпионскую грязь. Крушите ее в интересах СССР. Неблагонадежные народы переселялись подальше от соседних государств. Так Сталин зачистил западные границы от поляков и немцев, дальневосточные от корейцев и китайцев, а южные от курдов, евреев и иранцев. После насильственного присоединения к СССР Восточной Польши, Балтии и Бессарабии власти переселили с этих территорий граждан Эстонии, Латвии, Литвы и Молдавии. В годы Великой Отечественной войны власти стали массово преследовать своих граждан по обвинению в коллаборационизме. С этим мотивом были депортированы представители 61 национальности. Немцев и финнов вовсе депортировали превентивно, как только Советский Союз вступил во Вторую мировую войну. Как происходили эти депортации? Например, в 1944 году из Крыма депортировали до 238 тысяч крымских татар. Зачистки заняли всего 2 дня. Вот что вспоминали депортированные. Войдя, офицер громко объявлял: именем советской власти за измену родине вы выселяетесь в другие районы Советского Союза. На сборы отводили 10-15 минут. Разрешали с собой брать узелки с вещами не более 10-15 килограмм. Стариков, женщин и детей, толкая прикладами, загоняли в грязные товарные вагоны, окна которых были окутаны колючей проволокой. Внутри вагоны были оборудованы двухъярусными деревянными нарами. Туалетов и воды не было. Старуха, обезумев от горя и неожиданности, бросилась бежать в степь и была срезана пулеметной очередью. Детей стали забирать от родителей, говоря, что старших расстреляют, а детей отправят в детские дома. Одна женщина, у которой было 3 детей, взяла веревку и повязала детей за руки, чтобы они попали в один детский дом и не разбрелись. Подавляющее большинство депортированных перевезли в спецпоселение в Узбекистан. Эти территории были окружены колючей проволокой, вооруженной охраной и блокпостами. Вот как их описывали крымские татары. Нас выгрузили в степи. Дали дом, как сейчас помню, без крыши. 4 стены. Камыш набросали, рядом рос камыш. Шакалы придут, рядом воют. Нас 4 детей, отца не было. Братьев забрали в колхоз. Через 18 суток уцелевших прямо из поезда погрузили в машины и ночью привезли в горы. Кругом одни камни. Ни деревца, ни избушки. Сами выдолбали что-то наподобие окопов. Со временем каждой семье выдали по 5 горбылей. Так появились крыши. В 1945 году почти месяц мы жили без хлеба, муки, питались только фруктами, абрикосами и яблоками. А в 1947 чуть не умерли с голоду. Зимой фруктов нет. Выскочила какая-то трава. Мы 2 недели питались той травой. По-моему, это была лебеда. Она одна лишь осталась полусъедобная. Покидать спецпоселение без разрешения НКВД было запрещено. Вот история 18-летнего парня Бекира, который спустя несколько лет после депортации узнал, что его мать перевезли в соседний район. Комендант ненавидел Бекира и не разрешил ему съездить к матери. Бекир демонстративно съездил к своей старой маме. Отсидел 5 дней. Через несколько месяцев опять, не скрываясь, съездил к матери и загремел на 20 лет. Он погиб в течение первого же года заключения. Пропаганда клеймила крымских татар врагами народа и разжигала к ним ненависть среди узбекского населения. В детстве, в самом начале нашей жизни в Узбекистане, я уже слышал это гнусное слово «татарва», а к нему еще добавляли предатели, бандиты, звери, продажные шкуры. Слова «крымский татарин» звучали как ругательство, как нецензурная брань. Меня уже не било током при словах «крымские бандиты», и я спокойно слушал о гнусных проделках этих подонков, посмевших продать немцам родину. Я даже научилась смеяться вместе со всеми, когда в классе рассказывали очередную мерзость о крымских татарах. Это было защитной реакцией, намеренной амнезией. Я как бы забыла, выбросила на время из головы свое происхождение. Я была как все. Меня звали Мила, и моими подружками были Валя Рощупкина, Люда Кучина и Лена Бабылева. Они научили меня креститься и молиться по-своему. Я превращалась в обычную для того времени советскую расистку. Я действительно писала ужасные, неграмотные, но очень патриотичные стихи о Сталине и посылала их в «Пионерскую правду».
Позже национальность крымский татарин запретили вписывать в паспорт. Вместо этого писали просто татарин. Также власти запретили любые публикации на крымско-татарском языке, а статью про крымских татар изъяли из Большой советской энциклопедии. Депортации и репрессии сталинского периода упоминаются в учебниках 10-11 класса, но подаются в таком свете, будто во многих случаях людей уничтожали за дело. В абзаце про депортации без конкретики говорится о фактах сотрудничества с оккупантами. Составители учебника упоминают, что жизнь репрессированных была тяжелой, и что репрессиям в том числе подвергались невинные люди. Но эта мысль тут же смягчается словами о том, что им помогали местные власти. Из-за абзаца про депортации глава Чечни Рамзан Кадыров давал поручение изъять учебники из местных школ. Конгресс карачаевского народа вовсе потребовал убрать книгу из школьного плана. После этого абзац переписали. Министр просвещения Сергей Кравцов даже зачитал его вслух главе Чечни Рамзану Кадырову. Теперь депортации в нем названы трагической страницей в истории. Также из учебника убрали перечень депортированных народов. Рамзан Кадыров остался таким исходом доволен. А трактовка войн в Чечне его не смущала с самого начала. Самое страшное, на мой взгляд, бомбежка с воздуха. Когда российские самолеты сбрасывали эти огромные авиационные бомбы. Они производят такой оглушающий взрыв. И к нему практически невозможно привыкнуть. Это самое пугающее, на мой взгляд. В российских учебниках истории чеченские войны называются военно-политическим кризисом. В них говорится, что чеченских боевиков финансировали из-за рубежа. Большинство жителей Чечни не хотели больше терпеть беззаконие, терроризм, разруху, и всю ответственность за операцию взял на себя молодой премьер Путин. Отдельно отмечается, что война была выгодна Западу, но ничего не говорится о ее причинах. Чеченцы оказались лишены субъектности, как будто все события разворачивались без их участия. В учебнике не говорится, почему в Чечне возникло сепаратистское движение. Он не объясняет, почему необходимость специальной военной операции появилась только спустя 3 года после прихода к власти Джохара Дудаева. Не говорит он и о том, что Ельцин не хотел растерять территории, которые перешли России в наследство от Советского Союза. И, конечно же, учебник не говорит о том, что Россия снабжала оружием чеченскую оппозицию. О колониализме, о его наследии начинают говорить тогда, когда он оказывается объектом рефлексии. А рефлексия возможна тогда, когда он оставлен в прошлом. Россия в этом смысле как была колониальной империей, так и осталась. Она не рефлексирует это. Если колониальный опыт России не осмысляет ни на уровне государства, ни на уроках истории, возникает замкнутый круг. Захватнические войны и насилие представляются нормой. И эта идея транслируется из поколения в поколение, в том числе через школьные учебники. В августе группа учителей опубликовала заявление о необходимости создать альтернативный учебник истории. По их мнению, в нем должен быть представлен новый взгляд на колониальные процессы в России. Например, в нем нужно рассказать о сопротивлении народов Поволжья и Чукотки. Однако внедрить такой учебник в российские школы будет трудно. Так что пока ответственность за честный разговор с детьми об истории лежит на родителях. Наверняка многие из вас, как и мы, со временем пересмотрели свой взгляд на то, как в школе трактуются те или иные исторические события. Расскажите в комментариях, в каких эпизодах из школьного курса истории вы усомнились.